Всем привет! В интернете имеется масса музыки в так называемых lossless форматах FLAC или APE, которые позволяют записывать ее на компакт-диске, чтобы потом слушать на хорошей стереосистеме. Как правило, альбомы выкладываются в виде единого файла FLAC или APE, который содержит все дорожки исходного диска, и файла разметки Q, в котором имеется информация о всех треках. На один компакт-диск можно записать 80 минут музыки, и если альбомы имеют небольшую длительность, их можно записывать по 2 на один диск, для экономии дисков и места в квартире. В этом видео я покажу, как с помощью программы Exact Audio Copy записывать по 2 или более альбомов на один диск, без разбивки этих FLAC файлов на отдельные треки. Возьмем для примера первые два альбома Iron Maiden. Вот, например, 80-й год. Вот его файл FLAC, в котором есть все треки. Как видно, длительность альбома составляет 37 минут с копейками. И альбом 81 года Killers. Его длительность составляет 38 минут. То есть, по идее, мы можем записать на один компакт-диск спокойно эти два альбома, еще место останется чуть-чуть. Для начала декодируем файлы FLAC в WAV, чтобы программа Exact Audio Copy смогла с ними работать. Может быть, есть, конечно, плагины специальные для того, чтобы записывать сразу из FLAC файлов. Но я думаю, по идее, лучше, чтобы в процессе записи компьютер не был занят декодированием файлов. Итак, я для этого использую программу FLAC Frontend. Программа очень простая. Сюда мы добавляем наши файлы. Так, Iron Maiden, дискография. Вот этот вот один файл. И 81 год Killers. Декодирование будет производиться в эти же самые папки. Просто нажимаем кнопку Decode и получаем WAV файлы. Теперь, чтобы загрузить их в программу Exact Audio Copy, нам нужно создать копию исходного файла Q, который заточен под FLAC. Открываем его в программе блокнот и делаем вот в этой строчке Iron Maiden FLAC, меняем здесь на расширение на WAV. Все, сохраняем. Это я сделал для первого альбома. Все, в принципе, у нас уже все готово для записи. Почти все готово. Программу можно спокойно закрыть. И запускаем Exact Audio Copy. Первый альбом добавляем, как обычно, при записи компакт-дисков. То есть сервис, записать CD, CDR, файл, открыть индексную карту. Здесь мы добавляем Iron Maiden. Наш измененный файл Q, где указан наш WAV файл. Все, вот открылся первый альбом. Вот они идут треки. Теперь просто добавляем второй альбом, который у нас содержится в этой папке Killers. Вот этот файл у нас, который нам нужно добавить в WAV. Делаем так. Макет. Добавить как новые треки. И наводим на наш файл. Вот. Теперь в этом окне мы видим такую картину. Вот наш первый альбом 80-го года. Вот отсюда пошел 81 год.
Проблема в том, что на нем нет разметки пока что. Это у нас просто единая дорожка, единый трек. Нам нужно добавить сюда разметку. Разметка у нас содержится в нашем файле Q, вот в этом, от альбома 81 года. Открываем его с помощью блокнота также. И теперь здесь есть опция редактирования индексной карты. Заходим сюда. Здесь мы наблюдаем индексную карту для нашего первого альбома. И вот мы видим, здесь добавлен трек 81 года, следующего альбома. В первом альбоме было 8 треков, этот у нас идет 9. И пока что он идет как бы вот единым треком, 9-й трек у нас получился. Поэтому, таким образом, в этом альбоме, во втором, первый трек должен быть как бы на нашем диске номером 9. И мы продолжаем нумерацию вот здесь вот. Как бы в соответствии с нашим создаваемым компакт-диском. То есть первый трек второго альбома у нас будет идти как 9, второй как 10 и так далее. Перебиваем здесь по-быстрому все номера. По порядочку. Так, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Ага, здесь еще у нас есть 17 и 18. Теперь копируем вот эту часть файла, начиная вот ровно с трека 0.9, чтобы не было никакой путаницы. Копируем отсюда. И прямо сюда вставляем, заменяя вот эту вот часть, тоже начиная с трека 9, вставляем вот так. То есть мы получаем, значит, вот наш первый альбом с указанием нашего файла. Идут по порядку треки 1, 2, 3, 4, 5 и так далее по 8. Потом идет наш второй файл и начинается трек 9, 10, 11 и так далее. Нажимаем ОК. После такого изменения индексной карты на втором треке появляется разметка, соответствующая трекам второго альбома. Теперь можно записать наш компакт-диск через меню записи компакт-диска, как обычно.